Друзья, приветствую вас! Обзор выходного дня. Давайте рассмотрим, какие изменения произошли в позициях SOT FTSE и другие факторы, которые весьма вероятно будут влиять на предстоящей неделе на движение на рынках. Давайте, наверное, начнем с коронавируса, с текущей ситуации, поскольку это обстоятельство существенно влияет на рынки. Это количество новых случаев, которые выявлено. Что мы с вами видим? Мы с вами видим печальную картину, которая заключается в том, что развивающиеся страны, в частности Бразилия, они погружаются в ковидный ад. Общемировое количество случаев уже почти достигло тех максимумов, которые были осенью. На текущий момент в Штатах, несмотря на высокую скорость вакцинации, все равно снижение не происходит, даже наметился разворот, как это не печально. В Германии ситуация тоже пока не стабилизируется, достаточно большое количество случаев возникло. Ну и ситуация весьма и весьма плачевно развивается в Иране и в Турции. Ну и в Индии здесь уже просто улетели в космос. В Турции тоже здесь улет, 55 тысяч новых случаев. То есть ситуация, она приобретает какой-то лавинообразный, непредсказуемый характер. Но и здесь ситуация складывается весьма и весьма драматично, потому что по сути сейчас мы имеем в мировом масштабе то же самое, что было осенью. Вакцинация, которая проходит в Соединенных Штатах, вроде бы она картину улучшила, но опять же, судя по графику новых случаев, здесь как бы уже появляется разворот и движение наверх. Пока не ясно, насколько это будет оправдано, не оправдано, но на фоне вот всей этой ситуации в Бразилии, в Иране, в Индии, это выглядит весьма печально и может привести к тому, что рынки внезапно начнут проседать. Ну и как это ни парадоксально, все это развивается на фоне фантастической вакцинации. 17 миллионов прививок в день делают в мире, 17 миллионов. Из них 3 миллиона в Соединенных Штатах. То есть Соединенные Штаты, они с такой скоростью должны в ближайшее время, месяц-два, вообще избавиться от ковида. Но тем не менее, там на графике новых случаев какая-то подозрительная впадина нарисовалась, которая вполне может привести к тому, что там тоже пойдет рост. Так, друзья, давайте перейдем теперь к новостям, к СОТам, к СОТ FTSE, что происходит и что можно ожидать на предстоящей неделе. Ну смотрите, то, что касается числа активных буровых по данным Baker Hughes, здесь пока наметилась стагнация. На самом деле я предполагал, что 320 послужит потолком активных вышек, но рост пошел немножко выше за счет того, что держатся высокие цены на нефть. Но сейчас текущие достигнутые значения, они указывают на то, что нефть либо консолидируется, либо будет в ближайшее время корректироваться, откатываться. Это происходит на фоне той ситуации с ковидом, которая сложилась на текущий момент в мировом масштабе. Так, ну и мы с вами видим, что сейчас на текущий момент по нефти лонги немножко подрезались с 530 до 511. Но на фоне этого стагнирует количество новых вышек, которые менее быстро открываются. То есть все как бы фактически здесь вышли на плато. И, соответственно, на текущий момент, на предстоящей неделе, весьма вероятно по нефти мы увидим либо продолжение консолидации, либо даже откат в район 60 и ниже. Далее по британскому фунту немножко подрезали лонги. Весьма вероятно, что по фунту будет коррекционный откат на предстоящей неделе. По алюминию тоже снижаются позиции, но алюминий это, в общем-то, самолетостроение. То есть, если идет рост ковида, неуправляемый во всем мире, то, наверное, как бы ставки на строительство самолетов и закупку сырья для этого будут делать в меньшем объеме. По меди здесь пока консолидация. Медь мы сейчас отдельно посмотрим, давайте. Так, друзья, ну вот график меди недельный, здесь достаточно оптимистичный сценарий. На неделе так и не пробили вот эту нижнюю границу, которая 8650, 8600. То есть получается вот эта разворотная формация, скорее всего, на текущий момент не сработала. И весьма вероятно, что на предстоящей неделе по меди мы увидим движение в район 9000.
Это достаточно позитивный момент, потому что когда растет медь, это говорит о том, что ожидается рост мировой экономики, потому что медь это все, что связано с электрикой, с электроникой. Таким образом, несмотря на то, что по ковиду тучи сгущаются, по меди никакой отрицательной динамики на текущий момент не происходит. Так, но по британскому фунту разгружают понемножку лонги, делают ставку на то, что британский фунт будет проседать. Если рассматривать недельный таймфрейм по британскому фунту, ну или паунду, как его называют, здесь, по сути, сейчас идет попытка остановить разворот, который был в конце февраля. И поэтому на текущий момент есть ключевой уровень, который 1,3650. Если этот уровень не пробивается, то в течение 1-2 недель в результате консолидации вот в этом диапазоне весьма вероятно движение наверх продолжится, и цель этого движения будет повторное тестирование 1,4243. Но позиции участников говорят о том, что они разгружают лонги, и поэтому в случае пробоя значения 1,3650 весьма вероятно разовьется движение, цель по которому будет сначала 1,3455, и в случае, если здесь фунт не удержится, дальнейшее движение на 31.43. Пока по нему ситуация до конца не определилась, но в значительной степени здесь вероятен отскок хотя бы на 1,3977. Так, ну по нефти здесь ставка на снижение. Нефть мы потом отдельно рассмотрим. Но я бы сказал так, здесь наиболее вероятна все-таки консолидация, пока, наверное, серьезного снижения по нефти не последует. По золоту ветер подул в другую сторону. По золоту спекулянты набрали лонги и уверенно ожидают, что по золоту будет продолжаться рост. Так, друзья, далее то, что касается позиций по NASDAQ, высокотехнологический индекс и S&P 500. Здесь пошло у спекулянтов небольшое снижение шортов. Но как мы с вами видим, идет мощнейший рост. Это связано с тем, что деньги поступают в американскую экономику, и с тем, что по американской экономике достаточно бурно идет восстановление. Вот, таким образом, здесь на текущий момент вот эти отрицательные позиции спекулянтов, они весьма вероятно говорят о том, что спекулянты используются в качестве топлива в текущем росте. Но если смотреть графики позиций спекулянтов по NASDAQ и по S&P, здесь вполне очевидно, что сейчас идет рост, и по мере роста котировок идет снижение шортов, то есть, видимо, идет дожиг спекулянтов как в NASDAQ, так и в S&P. Тем не менее, если смотреть сейчас материалы того же Bloomberg, появилась масса информации о том, что назрела 10-15% корректировка, коррекционный откат по американскому рынку. И здесь, как говорится, те, кто держит шорты, они либо додержат, когда этот откат произойдет, либо они будут постепенно сгорать. Ну и здесь по мере приближения к нулю, наверное, вероятность коррекционного отката в данном конкретном случае она будет расти по индексам S&P и NASDAQ, потому что для того, чтобы шел рост, нужно топливо. В данном случае, видимо, спекулянты погорячились, сделали ставку на снижение, но снижение не происходит, и их поэтому парят постепенно. Если переходить на недельный график S&P, здесь никаких на недельном таймфрейме разворотных формаций не наблюдается на текущий момент. На дневной формации также никакого намека на разворот нету. Здесь даже как бы наоборот получается ситуация, когда многочисленные развороты, которые пытались происходить, они превращались в дальнейший рост. Ну, может быть, был небольшой откат, который потом выкупали. Поэтому, если ориентироваться на ту информацию, которую дает график, месячный, недельный, дневной, по S&P пока никакого коррекционного отката следов не прослеживается на этом графике. Конечно, ситуация кажется несколько абсурдной, потому что рост он уже противоестественный, даже можно так сказать. Но тем не менее с трендом лучше не спорить, пока идет рост и нету разворотной формации, уверенной, подтвержденной или какого-то трэшевого события, которое все сломит. Я думаю, не стоит ожидать, несмотря на заявление о необходимости 10-15% корректировки
рынка со стороны отдельных аналитиков Bloomberg. Вот. И поэтому здесь только в том случае, если возникает разворотная формация, хотя бы на дневных таймфреймах подтвержденная, можно говорить о том, что мы откатимся, 3880, вот куда-то сюда. Говорить о том, что произойдет 10-15% корректировка, я думаю, пока преждевременно. Для того, чтобы была такая коррекция, необходимо какое-то хардкорное событие. И потом вот движение на 15%, я думаю, оно не остановится 15%, оно пойдет еще и пониже. Там просто элементарно начнут маржин-колить и стопы срывать. Итак, друзья, то, что касается фондовых индексов NASDAQ и S&P, снижение шортов, ну и судя по всему на предстоящей неделе продолжится их рост, потому что пока еще остались спекулянты, которых можно трансформировать их шорты в движение рынка наверх. Но ситуация, она метастабильная. То есть вот как раз именно в такие моменты часто выходят негативные новости, которые все рушат. Далее серебро. По серебру ситуация аналогичная с золотом. Здесь ставка на рост. Ну и по-видимому на предстоящей неделе мы увидим второе дыхание открытия у драгоценных металлов. Так, далее канадский доллар, он стал сдуваться, несмотря на позитивную статистику, которая выходит по Канаде. Но тем не менее на канадский доллар ставку делать перестали. Давайте посмотрим, что там с ним происходит. Так, вот канадский доллар, недельный таймфрейм. Попытка здесь движения вниз, цель движения 1,2361. По канадскому доллару предстоящая неделя, либо 2 недели, которые друг за другом идут, они будут решающим, потому что если не будет пробито вот это значение 23.60, то у нас здесь возникнет набор позиций и коррекционный отскок с целью 1,2794. Так, по другим валютам, то, что касается бразильского реала, японской иены, здесь ситуация плюс-минус туда-сюда, то есть консолидация. По рублю примечательно то, что рубль не отпускают, по нему набирают лонги. Нельзя сказать, что здесь супер изменения, там 1/10 лонг увеличился, это в пределах погрешности, но здесь сам тренд, то есть сам тренд на то, что держат лонги по рублю, то есть в рубль верят. Получается, американские спекулянты делают ставку на то, что ситуация на Донбассе разрешится мирно. Однако должен заметить, что касательно S&P и NASDAQ, они все-таки немножко погорячились и встали не в ту сторону. Так, и по евро здесь продолжение снижения лонгов по евро. То есть американские спекулянты делают ставку на то, что евро будет ослабляться. Но евро мы отдельно смотрим каждый день. Я думаю, здесь его рассматривать нецелесообразно. Так, друзья, давайте еще соты посмотрим по индексу доллара DXY. Здесь американские спекулянты, как ни парадоксально, они снизили лонги. То есть до этого было 5700, стало 4400. В чем здесь парадоксально? То, что по евро делают ставку на снижение евро и в то же время делают ставку на снижение индекса доллара. Что-то здесь явно не то. И кто-то здесь явно не прав. Судя по динамике изменения в процентном отношении по индексу доллара значительно круче срезали лонги, и поэтому, видимо, евро все-таки на предстоящей неделе будет расти к доллару. То есть там изменение позиций по евро немножко подрезали лонги, но там, судя по всему, либо кто-то не прав, либо кто-то что-то хеджирует. Так, далее биткоин. Здесь позиция американских спекулянтов практически без изменений за неделю. Так, далее палладий. По палладию лонги нарастили, то есть ожидают рост палладия. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Давайте вот не с палладия, с никеля начнем. Недельный таймфрейм. По никелю ситуация достаточно позитивная, то есть по нему вот это движение вниз, которое было, оно консолидировалось, и сейчас по никелю весьма вероятно назрел отскок наверх. Цель этого отскока, для начала 17 тысяч, если здесь закрепится, то пойдет попытка взять 18500, 18200. Почему никель? Потому что никель — это норильский никель. Так, если по палладию переходить на недельный таймфрейм, здесь ситуация, она, в общем-то, не такая оптимистичная. Здесь более вероятно по палладию коррекционный откат. Коррекционный откат, цель этого отката первая 2500,
и в случае пробоя движение в район 2350. В каком случае это движение получит свое развитие? Оно получит свое развитие в том случае, если будет пробой уровня 2600-2580. Если вот этот диапазончик будет пробит, то мы по палладию увидим достаточно динамичное движение. Первая цель будет 2500 и потом конечная цель 2350. С палладием пока ситуация не до конца ясна, но если все-таки он здесь удержится в течение одной недели-месяца, то мы отсюда увидим новую волну роста, и цель этой волны роста уже будет переписывание исторического хая 2815. Поэтому по палладию ситуация достаточно интригующая. Но если палладий пойдет вниз, то, соответственно, Норильский никель потеряет одно крыло. Так, друзья, ну и далее платина. По платине идет рост лонговых позиций, то есть по платине спекулянты делают ставку на рост этого платиноида. Так, друзья, ну вот график платины, недельный таймфрейм. Здесь ранее я обозначал уровень 1214, соответственно, какое-то время назад она к этому уровню пришла, и сейчас все эти движения, они идут по сути вокруг уровня 1214. На прошедшей неделе было закрепление ниже уровня, и соответственно ситуация сейчас на текущий момент такова, что если пойдет коррекционный откат и пробитие 1160, то в этой ситуации мы увидим по платине движение вниз, цель будет 1100-1080. Если такого движения здесь не произойдет, то, соответственно, она забирается на этот сильный уровень. Сначала тестирует 1252, и если закрепляется выше этого значения, весьма вероятно отсюда пойдет движение, цель которого будет переписать сначала 1350 и потом сходить на 1431. Вот здесь у нее есть давнишняя цель движения. Вот. Ну, спекулянты делают ставку на то, что платина пойдет наверх, как и палладий. Кстати, по платине здесь, ну, в общем-то, основания для движения наверх они есть. Вот палладий, он уже как бы немножко исчерпал силу движения и должен откатиться. Между ними существует определенная взаимосвязь, платина и палладий. Сейчас на текущий момент, я думаю, должно ускориться движение в части уменьшения разрыва между ценами на платину и палладий. Соответственно, палладий должен начать проседать, а платина должна начать расти. Но этот процесс, конечно, произойдет не на следующей неделе, он уже идет. Но, наверное, в течение предстоящего года я предполагаю, что этот процесс будет ускоряться в течение 1-2 лет. Так, друзья, давайте пробежимся по позициям Форекс ММВБ, что нас ожидает в понедельник. РТС фьючерс, но здесь ставка на продолжение снижения по фьючерсу РТС. То есть, судя по всему, будет попытка пробить 139 500 и сходить на 138, возможно, ниже. Сбербанк, а вот здесь ставка противоположная на то, что по Сбербанку будет коррекционный отскок и рост. Газпром, здесь наиболее вероятно боковик, потому что нету уверенного перевеса ни в ту, ни в другую сторону. Так, Норильский никель. Вот по Норильскому никелю наращены шорты в очень большом объеме, то есть ждут, что по нему разовьется коррекционный откат. Так, далее сишечка, рубль-доллар. Ну смотрите, здесь хворост высушен, и здесь уверенная ставка на то, что рубль в понедельник будет укрепляться к доллару. Евро-рубль, аналогичная ситуация, ставка на то, что рубль укрепится к евро в понедельник. Ну, во всяком случае, эти движения чаще всего отыгрываются в первой половине дня. Соты действуют в течение недели, заклинание соты с FTC, а вот то, что касается форца, это утро, ну, в течение дня, как правило. Евро-доллар, здесь ставка на снижение евро против доллара. А вот по британскому фунту сделали ставку на отскок и рост британского фунта. И японская иена, здесь ставка на рост японской иены против доллара в понедельник. Друзья, ну в общем-то все, основные моменты, которые я хотел обсудить, я до вас донес. Если есть какие вопросы, пишите под видео, будем их обсуждать. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. И я буду рад, если то, что я делаю, моя работа, она приносит вам доход и приносит вам пользу. Спасибо за внимание, до свидания.